Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Фикрет Шабанов, аналитик мирового уровня, со мной сейчас на связи. Фикрет, мое почтение. Добрый вечер, уважаемый Александр. Приветствую вас и ваших зрителей. Знаю, что праздник непосредственно у вас и у многих народов, поэтому очень благодарен вам, что в эти такие праздничные дни, да, вы нашли время и все-таки уделите моим вопросам, потому что эти вопросы, они ключевые. Визит, собственно, Си Цзиньпина в Москву прошел. Японец быстро приехал в Украину, это премьер-министр Японии, собственно, подарил символическую ложку, которая символ борьбы начала прошлого века в русско-японской войне, тоже посетил Бучу, тоже очень важный визит был. Но, конечно, мировое внимание все было приковано к Путину и Си. Досмотрели только на вторые сутки, что когда Си улетал, оркестр российский включил ему песню, китайскую мелодию о том, что, мол, готовься к большой войне, этот день настанет. Многие аналитики изумились этому подбору прощальной композиции. Это не марш славянки был, это был конкретный посыл с конкретным, таким мячиком, который бросили в сторону Китая, и все уже напропалую на фоне нервничающих, таких нервных Соединенных Штатов Америки говорят о новом альянсе, новом союзе и Третьей мировой. Какие вы сделали выводы по итогу вот этого глобального, большого геополитического события, вот этого сближения Москвы и Пекина? Прежде чем перейти к ответу на ваш вопрос, я бы хотел сделать небольшое, так скажем, отклонение. Оно имеет большое значение для людей, для ваших слушателей, ну и, конечно, для тех людей, которые хотят понять, что же им дальше делать и как жить. То есть нужен ориентир. Поэтому мы обратимся к классикам. И здесь я приведу, цитату из, слов господина Чарльза Маккея, это британский поэт. Он всегда говорил: люди мыслят стадом. Стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке. В дополнение к этому тезису я хочу привести слова французского социолога и психолога Гюстава Ле Бона, который в 1895 году в своей работе «Психология масс» объяснил причины этого всего, то есть сумасшествия народов, в двух предложениях. Толпа никогда не стремилась к правде. Она отворачивается от очевидности, не нравящейся ей, и предпочитает поклоняться заблуждению. Если только заблуждение это прельщает ее, кто умеет вводить толпу в заблуждение, тот легко становится ее повелителем. Кто же стремится образумить ее, тот всегда бывает ее жертвой. Это к нашему с вами, так скажем, интервью. И с вашего разрешения я перейду ответ на ваш вопрос, к ответу на ваш вопрос. Для того, чтобы определить, что происходит в мире, мы должны понимать, что каждый народ, каждая нация, она движима своей культурой, своей генетикой, своей философией и, естественно, своими целями выживания. Что мы должны сейчас для себя определить, если мы говорим о Китае? То есть китайская культура, его философия, его существование – это сконцентрированное выражение его проекта, видения его, так скажем, существования на Земле с другими народами и их совместной деятельности. Для этого нам нужно сделать небольшой экскурс последних 100 лет, условно говоря, истории восхождения Китая к нынешнему положению. Потому что нам будет легче дальше понимать, что он делает. Дело в том, что это вообще в социальных сетях везде есть. История Китая последние 100 лет делится на 3 этапа. То есть, если мы с вами сейчас будем рассматривать вот эти этапы, можно их в книге почитать, в социальных сетях. Я просто сделаю, так скажем, очень узкий, что ли, или очень такой короткий анализ вот этого, так скажем, периода. То есть, первое, мы рассматриваем китайскую историю с первого пункта. Он называется, то есть китайская история, это хаос и раздробленность. То есть, когда между собой царства в Китае воевали.
И вот хаос и раздробленности китайского общества положил конец Мао Цзэдун. Он их объединил. Следующий этап, это нужен был этап, так называемого этап среднего достатка. То есть люди должны хоть как-то не бедствовать. Вот эту программу выполнил Дэн Сяопин. Ну и последний этап, нынешний этап, который проводит господин Си, это этап, он называется этап Великое Единение. И вот Великое Единение, переход к этому проекту, он, в принципе, сейчас озвучен как официальная государственная политика Китая, и она называется «Сообщество судьбы». Вот только вдумайтесь, сообщество судьбы всего человечества, но вокруг Китая. То есть, исходя из этой концепции, теперь Китай отправил месседж всем мировым центрам власти, всем народам, что он берет или готов взять на себя ответственность за судьбу человечества, но он готов быть лидером этого. Теперь идем дальше, чтобы понимать, может ли Китай это сделать. В любой, так скажем, ипостаси или в любой политике есть несколько главных аспектов силы, которые могут дать возможность это сделать. Она называется, ну, например, гегемония силы проекта или империи. Первый этап, это называется гегемония экономики. Мы можем сейчас много гадать, но я думаю, что экономика Китая стагнирует. Второй момент. Гегемония военно-политическая. Она имеет региональное значение, но не мировое. То есть Китай, чтобы стать мировой державой, пока у нее этих ресурсов нету. И самое главное, самое важное, она называется гегемония культурная. Или это экспорт цивилизационных моментов, которые дают возможность жить с китайским сообществом, например, западным людям, восточным людям. Готово ли человечество жить под китайской культурой? Я не думаю. Готово ли человечество жить в соседстве? Возможно. Но при наличии четких границ, разъединительных. Теперь давайте посмотрим, почему сейчас стало происходить вот такое, так скажем, национальное разделение народов. Человечество сейчас, в моем понимании, дошло пика своего развития. Этот вопрос могут помочь мне ответить философы, генетики, экологи, экономисты. Теперь человечество в своем развитии спускается вниз. И вот когда мы спускаемся вниз в своем развитии, я не знаю, сколько это будет тянуться, 20 лет, 20 веков, но мы достигли пика. Теперь идем обратно. И здесь мировые, так скажем, умы, исследуя этот процесс, определили для себя 4 этапа переформатирования или плавного перехода к своему возвращению. Он называется оптимальный сценарий, революционный сценарий, то есть быстрая смена парадигмы, катастрофический сценарий. И самый главный, и в моем понимании, сейчас его делают, он называется антропологический переходный сценарий. То есть определяют, кому с кем дружить, кого вытягивать, кого возвышать, а кого унижать или уничтожать. Он базируется на принципах антропологии. Почему я об этом говорю и какие у меня к этому доказательства? В публичном пространстве открыто и в Википедии, и вообще в соцсетях есть уже почти 20 лет программа переформатирования мира на основе антропологии. И эта программа называется очень хорошим, добрым словом «Проект «Геном человека». Исходя из этого проекта «Геном человека» вытекает несколько проектов, то есть, например, эпигеном человека, генкод человека, дальше у нас идет энциклопедия элементов ДНК, проект протеон человека и секвенирование нового поколения. Мы можем задаваться, какие умные слова, медицинская терминология. Почитать мы поймем, что как хорошо, но в основе этого базиса лежит исследование генетики, его реструктуризации или изменений. То есть и здесь китайцы не могут другому миру, исламскому, христианскому, западному, восточному, ничего предоставить, чтобы им стать великой державой, мировой державой. Исходя из вышеперечисленного, мы можем сделать выводы, что переформатирование не дает возможности Китаю стать, самое главное, мировой, глобальной державой на всем земном шаре. Теперь вернемся к китайцам, что же они делают с Россией, с Европой и так далее. Вообще, очень много людей путают слово конспирология вообще с какой-то наукой. Я считаю, что конспирологии нету. Мы можем ее сделать так. Констатация фактов,
А те, которые имеют глубинные исследования, то есть накладывание гуманитарных наук на точные науки, они могут вычислять, как вы, наверное, заметили, мы с вами последний раз говорили о событиях в феврале, они могут вычислять или прогнозировать все события. Так вот, исходя из того, что я применяю, это прогнозирую события на основе точных наук, мы идем к той же философии, которая действует у китайцев. Методика геополитики мироуправления у китайцев, она определяется как раз через проект, называется «Дружба», так скажем, через третье лицо. То есть китайцы сейчас используют Россию, как будто дружа с ними, против Запада, я имею в виду Европы, против США, ее прямого и регионального, и глобального врага. Ну и, естественно, она использует эту систему для установления контроля на Востоке. Поэтому естественным образом эта сама система, она создает повышенное напряжение. Но у Китая главная проблема, она граничит с Россией. Я в украинских СМИ говорил, мы можем дружить с какой-то Индонезией, но у нас нет общих границ, и мы будем друзья. Как только у нас появляются общие границы, мы не можем быть друзьями. Мы можем быть или партнерами, или врагами. Россия обречена быть или партнером, или врагом Китая. Потому что кто-то кого-то должен проглотить. Понимаете? Это естественное развитие, поступательное развитие капитализма. Ей нужно жизненное пространство, рынки сбыта, источники сырья. Вот. Исходя из этого, мы идем дальше. Вот смотрите, большая держава, она не может себе позволить просто так соседствовать со слабой или с маленькой державой. Вот ее анатомия требует этого. Потому что ей нужно устанавливать так скажем, свое влияние, свой диктат. Это не только экономика, это не только бизнес. Тут уже начинаются военно-политические установления диктата, то есть повышаются ставки. А впоследствии еще возможна привязка. Как сейчас в России шутят, мы будем изучать китайский язык. Это тоже имеет, так скажем, культурное закабаление. И я думаю, что в долгосрочной перспективе и в России знают, и в Китае знают, что приблизительно к 30 году при нынешнем положении у России с Китаем будут большие проблемы из-за территорий. Чтобы понять, почему будут большие проблемы, я могу вам отправить ссылку на официальную китайскую газету, где они опубликовали раздел географии бывшей территории Российской империи, нынешней России, где уже переименовали названия городов российских на китайский лад. Они опубликовали карту, где указали две границы. Историческая территория Китая, которая сейчас находится на территории Российской Федерации или в ее подчинении, и территория, которая фактически контролируется Китаем. То есть публично Китай заявил территориальные претензии к России. Есть ли такие претензии у США к России? Нету. Если у Европы нету, даже у воюющей Украины нету. Там, горячих голов много, но официального этого нету. Исходя из этого вопрос, так кто кого угрожает? США Китаю или России? Или все-таки Китай угрожает России? Поэтому из того, что мы сейчас говорим, я могу вам сказать одну вещь, что те процессы, которые мы сейчас наблюдаем, очень много людей используют с пропагандистской точки зрения, с агитационной точки зрения или обман. Но я считаю, я заканчиваю, хочу сказать так, Александр. Почему побеждает саксонский мир или мир капитала? Потому что, как написала одна моя читательница, США или саксы играют в 4 руки. И в моем интервью в Баку я сказал, что мы можем увидеть когда-нибудь при складывании определенной политической концепции, что Россия станет союзником США против Китая. И это обречено, потому что Китаю нужна Евразия, Китаю не нужна Европа. Китаю не нужны никакие другие территории. Ей нужен только Азиатско-Тихоокеанский регион, то есть территория культурного наследия желтой расы. И Евразия, потому что без Евразии она не выживет. Вот четкие границы Китая. Я постарался ответить. Смотрите, но тогда возникает самый главный вопрос. Что это было? Что это за похлопывание по плечу Путина и надежда
на его успех на выборах в 2024 году. Что за приглашение «приезжайте к нам» и Мишустин, и Путин? А с Зеленским я поговорю, презентуя мирный план, но вот немного позже. До сих пор этот разговор не состоялся. Вот нет ответа на главный вопрос. Ситуативно, ну вот как бы видно, что Китай переиграл Соединенные Штаты Америки, потому что он вовремя, ну так, взобрался на гору и сказал: я здесь вот над схваткой, и поэтому вот мой мирный план, давайте нерушимость границ, отмена санкций, и давайте жить дружно. Но в глобальной перспективе мы видим мир, который США противостоит вместе там с Западом коллективным, России и Китаю. Или не все так очевидно? Давайте я тогда еще раз постараюсь объяснить логику китайцев. Поверьте, если мы сейчас просто их услышим, ответы на все ваши вопросы, они сами собой исчезнут. В чем заключается вообще политика Китая? Мир вообще, управление миром, оно строится в трехмерной пропорции или в трехмерном измерении. И здесь нужно понимать политику, управление, экономику только через науку. Через фантазию, через какие-то краткосрочные просчеты любая страна, любой проект, любая даже партия, она обречена на провал. Потому что всегда идет борьба, противостояние идет, побеждает сильнейший. И если мы будем смотреть, чем пользуются вообще китайцы, как они вообще-то все это делают, и что от них ожидать, то есть тот букет ваших вопросов. Я здесь хотел бы обратить ваше внимание, ваших зрителей, на метод, он называется метод трехмерного измерения политических процессов. А с точки зрения политической науки это называется теорема о трех силах. Если мы помним вот эту, так скажем, версию, мир стоит на трех китах, так это тоже из этой, так скажем, теоремы. Это теорема статики. Она формирует необходимые условия равновесия абсолютно твердого тела под действием непараллельных сил. Формулировка теоремы, она следующая. Вот это применяется к нынешней политике. Если абсолютно твердое тело находится в равновесии под действием плоской системы трех непараллельных сил, то линии их действия пересекаются в одной точке, то есть точке, где будет мир или где будет согласие. Мы этих пересечений не видим. Идем дальше. Под тремя непараллельными силами в данном случае понимается три силы, как минимум, две из которых должны быть непараллельны. Это я хочу перевести на наш простой язык. Америка и Китай в борьбе за распределение или расчленение России действуют совместно, но накачивают мускулы, потому что их битва в 30-м году за Тихоокеанский регион. Китаю не нужна Россия, ей нужна Сибирь, не более. Ей нужна Евразия, у нее нет амбиций на Европу. Все, что касается Путина или, условно говоря, российской власти, я снова повторюсь, мы с вами, вот вы увидите, будем свидетелями, когда Россия повернется к Китаю задом и станет союзником США. Потому что этот цивилизационный диссонанс, понимаете, не может западная белая раса стать союзником Китая. Это исключено в плане даже вот культурного, так скажем, кода взаимопонимания. Идем дальше. Что мы с вами должны дальше понять? То есть, исходя из того, что мы сейчас вам сказали, необходимо здесь еще добавить самое главное, что фундаментальное заявление проектности Китая по отношению к США или англосаксонскому миру Китай озвучивает. Он, бедный, говорит, что он хочет. И он говорит: я хочу для Китая построить новую эпоху, называется датум, то есть сообщество судьбы всего человечества. Как он смотрит на отношения с Россией? Он же об этом говорит. Он говорит: мне нужно с Россией, обратите внимание, добрососедство и всеобъемлющее взаимодействие и партнерство. Что же он говорит о китайских отношениях? Конструктивное сотрудничество. То есть в переводе на наш язык он готов договариваться с США, а с Россией он хочет только добрососедствовать, потому что никогда Россия не доверял, не доверяет и не будет доверять. Учитывая территориальные претензии Китая к России, о чем я сказал выше. И это означает, что партнерство с американцами
китайцы готовы перейти в новый мир. Они хотят сесть в этот поезд, который модерирует санкции, но они хотят остаться как автохтонный народ на своей земле и сохранить определенные свои привилегии для своей нации. Понимаете? Сейчас китайцы ведут борьбу не за интересы, не за расширение, они ведут борьбу за выживание. Просто так как это большая махина страна, она ведет борьбу за выживание. На других ресурсах, значит, Украины, на моем YouTube-канале есть ответы по всем вот этим китайским проблемам между американцами, вплоть до экономических. Мы с вами сейчас постараемся обрисовать конструкцию. Когда мы об этом с вами рассказываем, мы должны понять, что китайцы с американцами свою философию отношений строят на основе 8 иероглифов. Это их доктрина, они оттуда не выходят. И эти 8 иероглифов, они определяются опять 3 принципами. Первый принцип – это красный, то есть это китайский национализм. Китайцы говорят, мы как нация должны остаться. И в основе нашей борьбы сохраниться – это наш национализм. Следующий у них идет, то есть это конфуцианство. Следующий у них идет, это желтый цвет, национал-китайский. Ну и, конечно, последний синий – это западники. Или их называли американистами. Вот обратите внимание, в Китае, в правительстве, то есть те, кто работали с русскими, их убрали. И к власти привели тех, кто работает с американцами. Погодите, министр обороны, свеженазначенный под американскими санкциями, занимался контактами с Российской Федерацией. Да, абсолютно верно. И сейчас то, что будет с министром обороны, я считаю, даже вы сейчас сами наблюдаете, что Китай не переходит красную черту, поставка серьезных вооружений для России. Обмундирование и тушенку он может поставлять. Может быть, даже какие-то легкострелковые оружия, но я не допускаю, что он на это пойдет. Дразнить, я думаю, что он не будет, потому что американцы системно обкладывают Китай. Вводят секционные, так скажем, эмбарго против его промышленности, создают или укрепляют военные союзы против Китая в Тихоокеанском, перекрывают все дороги и так далее. Это в моем другом интервью все сказано. Теперь, что мы должны с вами понимать другую вещь. Если мы сейчас думаем, вот у Китая 200 миллиардов торговли с Россией, а там триллион 400 с Европой и США, нам нужно забыть эту вещь. Сейчас миром определяет не экономика, под нее настраивают геополитику. Сейчас определяется борьба за выживание наций. То есть сперва геополитика, а потом на нее будут натягивать экономику. И вот эти старые маркеры, что Китай там с кем-то торгует и он будет страдать, но вы же видите, как потихоньку отсекают Китай от сотрудничества, условно говорю, с Европой. Для Китая, смотрите, 4 главных направления выживания. Я имею в виду 4 главных коммуникационных направления. И все эти 4 направления сейчас американцами рубятся. Первое направление, мы его называем Китай-Персидский залив, то есть Иран. И мы видим по этому периметру, какое напряжение происходит на Кавказе, то есть армяно-азербайджанский конфликт, и в Грузии. Американцы будут это перерубать. И грузины попадут под каток. Если в Армении не прислушаются к сообщению господина Блинкена и не подпишут мир, Армении ждет сирийзация, потому что нужно перерубить китайский путь. Следующий вариант – это так называемая Византия и Китай. Это через Южный Кавказ, на Турцию и так далее. Пока он работает. Так называемый Зангезурский коридор, что в интересах саксов. Следующий – это ваша больная точка – Китай при Черноморье, то есть Крым, или через Мариуполь на Азовское море. Вы видите, что его перекрыли. Оно не будет работать. И, наверное, последний, это Китай, Белоруссия прямо на Германию. Он тоже фактически не работает. И представьте себе, перекрыть Персидский залив, и я думаю, что Китай обречен на свое развитие. То есть торговли как таковой у него не будет. Я почему об этих вещах вам рассказываю, Александр? Понимаете, нам, чтобы их понять, мы должны обращать внимание на то, что делают, а не то, что говорят. Китайцы вообще, они не сторонники говорить, они сторонники показать. Один раз заявят и показывают. Одевают галстук, объясняют. Извините за выражение, какую-то наклейку повесят на машине, они все открыто говорят. Мы должны научиться это читать. Теперь последнее к тому, что вы сказали.
Китайская политика тысячелетиями базируется на самой фундаментальной науке. Она называется 36 стратегем. То есть, если вам нужно понять Китай, просто возьмите, почитайте эту книгу. Это древнекитайский военный трактат. В более широком смысле это собрание неявных, непрямых, неявных тактических приемов и системы непрямых ходов. Используются для достижения скрытой цели. Это к вашему вопросу. Получение преимущества, перехвата инициативы. Стратегема, она с греческого, называется военная хитрость. Это некий китайский. Нам, восточным людям, вам, европейцам, этого не понять. Это китайская философия. Это китайский алгоритм поведения. И он просчитывает последовательность действий, направленных на достижение скрытой цели. Или на решение любой задачи, которая нужна китайцам. С обязательным учетом, теперь внимание, психологии визави. И его положения, обстановки и других особенностей ситуации. По-китайски это обозначается пинь, то есть расчет, план, прием и так далее. И этот трактат состоит из 38 идиом или 138 иероглифов. Что он делает с русскими или с Россией? Первое. Вот первый пункт называется «Стратегия против более сильного победителя». Тот, кто старается все предвидеть, он теряет бдительность. Это об отношениях с Россией. Лучше врагов разделить, то есть Россию с США разделить, чтобы позволять им не быть вместе против меня. Нападать там, где уступают. Это не означает, что они идут в лобовую. Они щупают, где можно взять, отхватить, они это берут. То есть то, что сейчас происходит с Москвой, это тоже первый пункт стратегии Китая. Второе. Убить чужим ножом. С врагом все ясно. А вот насчет друга нет уверенности. То есть опять Россия. С США все ясно. А вот насчет России нет уверенности. И здесь нужно использовать друга, Россию, чтобы убрать врага, США. Это все написано в их книгах. Ну и, наверное, последнее, не буду вас мучить. В покое ожидать утомленного врага. Силы, связывающие врага, проистекают не из открытого противоборства. То есть вот так называемая война прокси, экономические блокады через третьи страны, например, через Японию, через Нидерланды, то есть не дают, например, чипы и так далее, они понимают, что в открытую Китай не готов воевать. Он будет воевать через прокси, через третьи или через другие инструменты. Все, что я с вами, тут я вам рассказал, уважаемый Александр, это анатомия, они по-другому не могут. И мы с вами видим, там, береги свое здоровье, там, желаю тебе удачи на выборах, это все элементы этой войны. Это все из этой книги. Там они ничего не могут придумывать. Это их азбука, это их конституция, это их кодекс жизни или философии. Да, очень интересно, но ввиду этого возникает самый главный вопрос, украинский вопрос. Это очень интересный момент, если у нас получается прокси-война, но уже обоюдоострая. Мы, потому что нас поддерживает, Украину поддерживает Запад, оружие, танки, техника, в общем, финансы. А Россию ждет подобная поддержка от Китая непосредственно вот в этом противостоянии? Или это как раз-таки и был непрямой ход остановить войну? Если честно сказать, китайцам не нужно останавливать войну. Хотя украинская война несет для них угрозы. Украинская война несет самый главный посыл. То есть Америка стала легально или официально наращивать военно-промышленное производство. И притом современного оружия. То, что сейчас для них не современно или не ноу-хау, они все сбрасывают в украинскую бойню. Я это так называю, простите за мою фразу. И испытывают даже новые виды оружия. Но вопрос стоит в том, что американцы стали расти в экономическом плане, в военном плане, и это невыгодно китайцам. Конечно, они хотели бы заморозить войну, но вот решить окончательно они не захотели. Почему? Потому что если решить в соответствии вот с их планом, что нужно признать территориальную целостность украинского государства, они понимают, что Россия на это никогда не пойдет.
И то есть заведомо закладывают то, что невозможно сделать. Но им выгодно сохранение вот такого, так скажем, состояния тлеющего угля, когда слабая Россия попадает в зависимость от Китая, и она больше из него выуживает. Через Россию она ведет прокси-войну против США, направляя в Украину ресурсы Запада, военные, политические, дипломатические, я даже не знаю, финансовые и так далее. То есть она отвлекает Украину и Россию от того, что может быть сейчас здесь с ней. И ей нужно время. Поэтому она выигрывает время для становления или возвышения своего ВПК, своих определенных внутриполитических структурных реформ. Она готовится к войне. И вот ей нужно время. Вот украинско-российская война – это время, которым она должна вытянуть, выиграть или поддержать в тлеющем состоянии. Вот приблизительно так. Очень интересно. Но в таком случае у Путина, ну, какая выгода? Мы говорим, если у Путина и есть Россия. Разница между Путиным и Россией – это как разница между земным шаром и Марсом. Потому что политическая элита России, она выполнила, во главе с президентом России, выполнила самые главные стратегические задачи, которые перед собой ставил Запад в начале украинской войны. Я хочу перечислить их, и вы, наверное, вам будет и вашим зрителям легче сделать выводы. Первое. Стояла задача это лишить Европу дешевых энергоресурсов. Она ее добилась. Второе. Она должна была завязать всю зависимость Европы от энергоресурсов на американский рынок, то есть LPG-газ и так далее. Таким образом, Америка вырвалась вперед как по поставке вот этого газа на европейский континент. Это долгосрочные контракты. Она стала рентабельной, стала зарабатывать. И плюс, самое главное, получила стратегическое доминирование над Европой. То есть вторую задачу тоже выполнила. Идем дальше. Третья задача. Нужно было заставить европейцев избавиться от всего того советского, так скажем, старого хлама вооружений и сбросить в Украину. Для чего? Для того, чтобы поставить по линии НАТО, стандартам НАТО, американское вооружение. То есть фактически обороноспособность или защита своего государства европейских привязать в военно-техническом плане к себе. Она этого добилась. Следующее. Если условно танк стоит $1, сервисное обслуживание стоит $2. Таким образом она и тут будет у них из кармана выжимать последнее. Идем дальше. Когда мы говорим о том, что происходит определенный политический процесс в Европе, мы должны понимать, что нет сырья, начинаются локауты. То есть банкротятся компании, банкротятся предприятия, народ выходит на улицу. У нас появляется два главных сегмента, которые необходим саксам. Это первый сегмент. Народ, выходя на улицу, он будет требовать политических изменений. То есть разрушения старой политической конструкции государств Европы. Здесь закрепляется так называемый финансовый кризис, благодаря которому потом американские банки заходят на европейский рынок, забирают и банки, забирают и промышленность. Так, вот таким образом они убивают. С этого места я попрошу поподробнее, потому что немного есть несоответствия, ведь это же американские банки падают. Теперь разрешите, я вам скажу. Я вам скажу по-простому, чтобы наши зрители не мучились. Так, первый вопрос. Что такое Федеральная резервная система? Это частная компания. Федеральная резервная система, частная компания, принадлежит людям, которые управляют миром. Дают эти деньги официальному государству США. Официальное государство США по своим каким-то обязательствам экономической политики раздает эти деньги институтам или структурам, которые работают в экономику или на благо США. Если мы берем за основу банки, которые берут у государства эти деньги, то они обязаны от 10 до 30% покупать на эти же деньги ценные бумаги США. То есть нужно поддерживать на плаву государство США. Остальные 70-80 куда они загоняют? Они загоняют в Европу. Таким образом, эти банки, которые называются американцы, на самом деле не американские. На самом деле не американские. И если сейчас для того, чтобы уничтожить европейскую финансовую систему, нужно потопить с десяток американских банков, то не жалко. Понимаете? То есть вопрос стоит о другом. Вот я приведу пример. Если Федеральная резервная система дает
зарабатывает 2 триллиона долларов на Европе ежегодно. Сейчас она банкротит свои банки и теряет вот эти 2 триллиона долларов. Этот процесс будет 2 года длиться, для того, чтобы уничтожить финансовую систему Европы. Через 2 года, на 3-й год, американские банки заходят в Европу. Они забирают за копейки все финансовые институты и всю промышленность. Так на 3-й год они получат прибыль от 5 до 10 триллионов долларов. Разве игра не стоит свеч? Интересно. Следующий момент, простите. Вся ситуация в том, что в мире очень много разных банков, но самые известные на слуху – это швейцарские банки. Они собирают всю грязную макулатуру финансовых ресурсов мира, аккумулируют в себе. То есть Минюст США не может получить информацию о том, кто держатель денег и источник происхождения денег. И это прямая угроза США. Вот неконтролируемые деньги нужно уничтожить. Для чего все это делается? Саксы заказали новый мировой финансовый порядок. И он должен выстраиваться в 2025 году. То есть это будет параллельное уничтожение денежных единиц, уничтожение финансовых структур и введение, я не знаю, 1, 2, 3 так называемых цифровых денег, которых тоже потом будут централизовать. Но на начальном этапе их может быть параллельно 2, 3, 4. Они берут под контроль всю мировую финансовую систему. Им не интересны юань, российские рублики, азербайджанский манат, монгольские тугрики или ваша гривна. Им нужно уничтожить евро. И таким образом, то есть это 2 центра мировой торговли, США и Европа. Когда они возьмут эти экономики под контроль через финансовые институты, то фактически остальной мир в радиусе 45% попадет под влияние сразу же. Остальные потихоньку будут уничтожаться. Да, но тогда возникает совершенно логичный вопрос, Фикрет. Если вот уже несколько, скажем так, от вас было посылов в сторону того, что Европу, деиндустриализация ждет, Европу ждет, падение экономики, теперь уже и на евро в ближайшей перспективе покусились. А мы тут, в Украине, воюем за европейское будущее, европейскую интеграцию. Всячески, НАТО это отдельный вопрос, но в том числе и за членство в Европейском Союзе. А что будет с этой Европой, если такие расклады? Вот смотрите, то, что вы сейчас озвучиваете, я не знаю, кто у вас там это проецировал на народ, вот эти лозунги. Абсолютно не так. Мир, к сожалению, циничен, идет борьба за выживание народов и наций. И здесь, если вы говорите об Украине, во-первых, не будет той границы Европы, о которой вы говорите. Европейские границы скоро изменятся, и ваши тоже в том числе. Второе, если мы говорим о бизнесе, объясню на одном элементе для Украины. Европейская промышленность рухнула, нету ее. Кому нужна украинская электроэнергетика с ее атомными предприятиями? Куда вы будете продавать электроэнергию, если нет востребованности? Первое. Теперь мы можем задать, а для чего это? А ответ очень простой. В мире заканчиваются урановые месторождения. И американские атомные станции до сих пор от 51, как говорил господин Закревский, даже до 60% снабжаются сырьем с урановых месторождений из Казахстана, внимание, Росатомом. Когда украинские атомные станции не будут работать, фактически нет конкурента, которому нужно поставлять сырье, понимаете? Ваша электроэнергия никому не нужна в Европе. Теперь вопрос. Ребята, вы должны понять, вы ведете войну за себя, за свое выживание, не более. Потому что, хочу сказать ключевую фразу, я думаю, что украинцам, россиянам, белорусам, многим будет интересно. В советское время, когда был СССР, в ООН были 3 государства от СССР. Белоруссия, Украина и Россия. Все нормальные люди задают вопрос, а на каком основании? То есть, если мы 15 союзных республик, и все 15 должны были быть. Окей, на территории этих 3 государств находится ядерное оружие. Так оно находилось на территории Казахстана. Тогда почему Казахстана нет? Ответ очень прост. СССР это был славянский проект. Понимаете? Вот теперь вопрос.
Что будет последующие 100 лет со славянским миром? Кто будет нести славянский флаг? Кто останется в истории? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Я всегда в украинских СМИ этот вопрос задаю. Ответ я на него знаю, но вам нужно найти на это ответ. То есть сейчас Украина ведет борьбу за выживание. Но почему, условно говоря, война на ее территории, а у нее нет проекта? Она была частью СССРовского или российского проекта. Или условно мы его называем частью славянского проекта, так же, как и Белоруссия. Сейчас она чей проект? Что вы можете дать, вот, например, китайцы что-то говорят, что вы можете дать миру, что вы хотите или имеете право жить на этой территории со своей культурой, национальной идентичностью? Я говорю вопросами тех людей, которые миром управляют. Это не мои вопросы. Я такой же, как и вы, простой человек. И меня тоже заботит мое будущее, будущее моих детей. Я не хочу умирать под бомбами. Но эти вопросы стоят, и общество должно на них отвечать. Потому что если вы не найдете, я не найду за себя, за свою семью этих ответов, то, конечно, мы останемся под катком истории. Фикрет, славянский проект, вот эта вся история, там, три сестры, Россия, Беларусь, Украина, это старая история, еще довоенная, там, до революции, даже 2004 года в Украине. Но вот такое ощущение, что вот этим движением просто было не время, не место, и не было интересно. В первую очередь тем же англосаксам. Так о какой тогда, ну, скажем так, модальности славянского видения будущего, я не имею в виду объединения там народов, нет, ни в коем образом, потому что поляки это тоже славяне, потому что ну, Словаки, Словения. Да, то есть это все тоже славяне. О каком тогда проекте вы говорите? Я хотел бы вам ответить на ваш вопрос, тогда, наверное, вопросом по-еврейски. Давайте. В 1594 году сожгли Фадея Воланского за его книгу «История славян до Рождества Христова». Что же потом произошло? Его по приказу Ватикана сожгли. Этой книги славяне не видели. А может быть, славянам нужно найти свою, так скажем, первосозданную историю, свои корни. И вот когда вы найдете этот вопрос, ответ на этот вопрос, вы поймете, что же у вас было и что у вас сейчас осталось. Потому что из славян, союзников саксов, славяне превратились во врагов саксов. В других интервью я более детально об этом говорил. На основе каких исторических событий славяне сами превратились во врагов саксов, то есть сами сделали, по наущению третьей стороны и по собственному желанию. Так я думаю, что это был тогда исторический выбор славян, и сейчас опять исторический выбор славян. То есть если вы кому-то на ногу наступаете, то вы должны быть готовы или дать сдачу, или не наступать. Но если вы не можете дать сдачу, но наступаете, тогда побеждает сильнейший. А кто в нашем сегодняшнем современном случае третья сторона? В моем понимании, вы, наверное, слышали, я считаю, что настроил славян против саксов, я это условно называю Ватикан, это условно европейские монархии. Потому что русичи, славяне, они перекрыли саксам торговые пути в Турцию. Они перекрыли крымские дороги. То есть вы знаете, что Сакс это морская держава. Как только вы начинали саксам перекрывать дороги, у вас начинались глобальные исторические проблемы. То есть, по-моему, вот 300 лет назад большие проблемы, то есть если вернемся в историю Украины, вот последние 300 лет вас начало колбасить. То вы с турками, то с русскими, то я не знаю с кем-то. И вот так, вы поймите, что мне сказал один американский конгрессмен? Я его спрашиваю, почему Украину отправили на заклание? Он мне сказал такую вещь. Мы не можем работать с народом, который утром разговаривает с Парижем, в 5 часов по украинскому, когда у нас 8 утра с Вашингтона, после 12 ночи с Кремлем. Нам нужен партнер. Понимаете логику? То есть как на вас смотрят, почему они считают, что с вами невозможно договориться. Это их психология, что я вам ретранслирую. Фикрет, я помню лет 15 назад, ну, мы молодые, шутили,
на каких-то университетских, ну, скажем так, встречах, семинарах, то есть, ну, вот студентами, когда изучали философию, когда политологию нам читали, как отдельным курсом. Мы шутили, что скоро будем жить на украинско-китайской границе. У меня к вам вопрос прямой. Это и будет вот эта 38-я параллель, о которой все говорили, а сейчас как-то, ну вот, молчат? 38-я параллель, она действительно на столе переговоров. 38-я параллель – это действительно тот проект, который продавливает Китай. Мы выше сказали, что она заинтересована в замораживании конфликта и сохранении его в состоянии тлеющего угля. Но у американцев, как всегда, я говорю, играет в 4 руки свой план. И историю того, какой путь выберут, 38-ю параллель или через мнимую победу украинцев, но к поражению украинцев, мы узнаем после 15 апреля. Что должно быть 15 апреля? У саксов вопросы к Кавказу, то есть предложение, и от Кавказа она ждет ответы. У саксов вопросы к Казахстану, она от Казахстана ждет ответы. У саксов к народам Востока вопросы, они ждут ответы, потому что готовится большая Восточная война. Вообще переформатирование мира – это процесс 25-30 лет, это не 2 года. Я не говорю, что украинская война столько будет. После Украины перекинется на Кавказ, Центральную Азию, перекинется на Восток. Вы понимаете, то, что выстраивалось 500 лет, за 1 год разрушиться не может. Ему нужно циклическое разрушение, переформатирование. То есть постепенно, степ-бай-степ. Они идут по регионам, разрушают, переформатируют. А это жизненный процесс, он живой. Он не может просто по волшебной палочке меняться. Для этого нужно изменить сознание. Для этого люди должны понять, что им выбирать. Что плохое или что самое плохое. То есть из плохого им выбирать, хорошего не будет. Итак, что с вами будет? Я вам хочу сказать другую вещь, повторюсь. Пусть украинцы внимательно послушают концепцию американскую. Украинцам нужна военная победа. Саксам нужна политическая победа. Их не интересует ваша победа. Русским, россиянам нужна военная политическая победа. То есть нужно закрепить то, что они захватили, но это еще и узаконить. Самое тяжелое положение у России, то есть невыполнимое. Поэтому она обречена. Теперь вопрос. Военная победа украинцев. Да, ее дадут. Вы почувствуете вкус победы. Вопрос в другом. Что же после этого с вами будет? Пока вы нужны, как инструмент. Понимаете? А Китаю нужно заморозить, так называемый, через соседа, заморозить ваш конфликт, ввести прокси-войну с Америкой. То есть, не дай бог, даже моему врагу попасть в такую ситуацию, которая находится в воюющей стороне. Разницы нет. Это украинцы, россияне, китайцы, казахи и так далее. Как только у вас дома война, вы попадаете в вилку, вы попадаете в зависимость. Теперь начинают вас модерировать. Вот главная трагедия любых народов и любых государств. Очень интересно, особенно с того места, ну, у нас много говорят о грядущем контрнаступлении, оно точно будет. Вот что можно в сухом остатке сказать, то ли на юг, то ли в Бахмуте сейчас не все, скажем так однозначно. Даже выходит Пригожин, рисует карты и говорит, как ВСУ будет выходить к границам 91 года. Лично, с карандашом, картой, на видео рисует, показывает. Ну, это понятно, своя у них игра внутри Российской Федерации, противостояние там по линии Вагнер, Минобороны. Фикрет. Давайте так. Условно, допустим, есть большая победа Украины. Она произошла. Мы, к примеру, вышли на границы 91 года. Ну вот, теоретически, посредством этого контрнаступления вышли. А дальше что? А дальше вот откроется или не откроется нам, украинцам, ну, собственно, правда о начале войны? Или есть такая фраза, она очень, кстати, мне очень понравилась, в соцсетях гуляла, да, вот, что агрессор всегда проигравший.
Как вы к этому относитесь, к этой фразе? И, собственно, что мы узнаем об этой войне, когда случится некая там военная победа Украины? Я предлагаю вам снова вернуться вот к трехмерному измерению, понимания этой ситуации. Первое. Агрессор почему напал? Потому что кто-то ему дал право нападать. Он не сумасшедший. Он завязан с миром, он делает деньги, у него есть обязательства, он постоянный член Совета Безопасности. Просто так никто не нападает, даже если очень хочется. Второй вопрос. Почему у вас дома война? Ну, например, по моей версии, война должна была быть начаться до вашей войны в Казахстане. Через Казахстан на Россию Талибан должен был пойти. То есть против России нужно было открыть фронт, затянуть ее в войну. Ну, так скажем, конвульсии Макрона создали условия, что решили через вас начинать. Это второе. Макрона? Да, потому что он все время говорил, НАТО умерло, нужно создавать европейскую армию. То есть он пытался свалить в помойку НАТО или американский зонтик. Это стало прямым вызовом или угрозой американцам. Поэтому они решили перерубать вот этот путь, потому что дешевое сырье, бесплатная фактически электроэнергия, ваш бесплатный цемент, ваше продовольствие создали условия, что они ничего не делали. Они просто эксплуатировали, как эксплуатировали африканцев, они Украину эксплуатировали. И на так скажем, холеных или как там харчах они разжирели. Они посчитали, что они самодостаточная нация и в состоянии выйти из-под зонтика в США или Сакса и построить свою новую империю. Ну, решили через вас начать. Это вторая причина. То есть он был катализатором, звоночком. Потому что дальше нельзя было отпускать ситуацию, иначе Европа бы ушла. А если бы Европа ушла, Великобритания стала простым островным городом-государством. То есть от нее бы ушла Шотландия, от нее бы ушла Ирландия, и осталась маленькая небольшая Великобритания. Тут медлить нельзя было. Тут стоял вопрос выживания самой Великобритании, а не Украины и России. Поэтому вот начали через вас. Следующий момент о том, что мы подойдем к границе 91 года. Ведь официальная доктрина России о чем? Без Украины не будет России. То есть кто-то из вас должен остаться. Вы должны ответить на этот вопрос. Теперь вопрос. А куда вас дальше запустят или подтолкнут? И вот это дальше запустят и подтолкнут. Где вы закончите? У границ Крыма или в Крыму? Или в Волгограде? Или под Москвой? То есть знают те, кто модерирует эту ситуацию, или проектирует, или там планирует. Но я вам хочу сказать, к моему большому сожалению, я очень уважаю украинцев. У меня, кстати, племянники наполовину украинцы. Вами манипулируют. Вас ведут на бойню. Вот то, что я хочу сказать. И это игра высших престолов. Здесь и Россия тоже не самостоятельный игрок. Поверьте. Несмотря на ее ядерную кнопку, несмотря на то, что она постоянный член Совета Безопасности ООН и так далее, она так же, как и вы, в вилке. То есть, если Украина вилка против России, Россия вилка против Китая. А это самый главный враг или самая главная цель для американцев. Россия для них не враг. Просто они решили обезопасить свой тыл, чтобы напасть на Китай. Вот поэтому придумали вилку для России, это Украина, вилку для Китая, это Россия. В моих прогнозах, если вы помните, мы говорили о том, что 6 месяцев назад я сказал, конец февраля, 15 марта начнется раздел мира. И вы видите 24 февраля заявление Си Цзиньпиня, то есть китайского руководства, и 20 марта визит в Москву. То есть математические расчеты показали, для чего это нужно было. Нужно было затянуть в этот водоворот Китай. Эта программа выполнена. Китай появился. Теперь он должен выбрать сторону. Исходя из того, что он не разговаривает с Зеленским, он не слушает украинскую позицию, он делает выбор. Это Россия. То есть позиционирует себя. Теперь для чего это нужно? А это нужно для того, чтобы показать Европе, вот видите, Китай нехороший. Он против того, чтобы Россия больше не нападала на Украину. То есть он поддерживает сепаратизм, он поддерживает, так скажем, грубо говоря, агрессию. Нам нужно этому положить конец. Присоединяйтесь. То есть таким образом они сейчас создают коалицию. Этот план тоже выполнен. Теперь
до 15 апреля они ждут от всех ответы. После 15 апреля накачивание мускулами закончится в начале июня встречей Байдена и Си Цзиньпиня. И тогда они будут делить мир. Китайцам нужна Евразия и территория желтой расы, то есть Тихоокеанский регион. Им не нужна Европа. Как партнер, окей, ну получится, потому что газ, нефть они получают. Казахстан, Туркменистан, транспортные пути, это порты Индия, Иран, Пакистан. Вот что им нужно. Им не нужен Брюссель. Понимаете? То есть он не стратегический или жизненно не важный для них. Поэтому в этой вот каше-маше теперь нужно подумать, что же будет с Украиной, с украинцами. И мое мнение, будет не 38-я параллель, будет глубокая яма через победу украинцев. Поясните. То есть вам дадут победить. Просто после победы, с чем вы останетесь, в каком состоянии будет ваша экономика, ваша страна, в каком состоянии будет генофонд украинцев, то есть молодежь, в каком состоянии будет их психическое или психологическое состояние, экономика ваша. По сообщению Евросоюза, они провели осмотр или техническую экспертизу ваших земель. 10,5 миллионов гектар Украины уже заражено. Там сеять нельзя. Чем? Они называют так, итогами военных действий. Я не читал эту таблицу, потому что к ней нужно иметь доступ. У меня нет доступа. Я просто вам цитирую официальную информацию. В интернете можете погуглить. Думаю, может быть, вы больше найдете. Но это официальная Еврокомиссия. Это вот к вопросу об урановых наконечниках, которые последние дни широко обсуждаются. Заразно, не заразно. В общем, дискуссия. В России кричат, что да, заразно. Британия говорит, да нет, посмотрите. Урановые наконечники только и всего. Фикрет. Ядерный удар. Все как-то отмели, забыли. Будет? Я убежден, что вот то, что называется «вам дадут победить, а потом яма», я думаю, что это так и есть. Потому что вы же видите, как тихо-тихо, медленно, достигая политических целей, повышают ставки в войне. То, что касается вот этих наконечников, конечно, я не специалист, я читаю атомщиков, которые говорят, пишут, как создаются эти снаряды. Они создаются на основе отходных материалов атомных станций. И для того, чтобы их утилизировать или где-то хранить, нужны большие деньги. Они решили это применить с точки зрения экономики. Применить вот этих наконечников, потому что на наконечнике нужны какие-то драгметаллы или по себестоимости дорогое железо. Это дешевле. Плюс это усиливает ударную силу пробивания, так скажем, вот этого каркаса, не знаю, танка и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать это так, но мы же должны понять, урановый отход попадает на землю, и 100 лет там ничего расти не будет. У вас рядом есть Чернобыль, вы видите его результаты. Друзья, я хочу обратиться ко всем, кто нас сейчас видит и слышит. Как видите, да, интервью у нас в динамике, градус растет. Самое время попросить вас поставить лайк этому видео, написать свой комментарий. И, внимание, в описании, да, вот к этому видео есть ряд ссылок. Это и телеграм-канал, и соцсети Фикрета Шабанова. Внимание, официальные соцсети Фикрета Шабанова. Потому что я даже когда, вот вы удивитесь, наверное, Фикрет, я с очень уважаемыми, мною людьми общался, а они говорят, Фикрет это тот, который родился в Петербурге, а теперь вот как бы на Западе, точно какой-то разведчик. Кремлевская консерва. Я родился в Армении в 1970 году. Никакого отношения к России даже там не учился. Я в первый класс пошел в Узбекистане. В первый курс университета пошел в Азербайджане. Так что кроме Узбекистана и Азербайджана у меня не было ни квартиры, ни работы, ни учебы. Я имею в виду на территории России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Кыргызстана. Только вот эти две республики.
А в Армении я родился, мне было 3,5 года, и мы уехали оттуда. Да, друзья, это к вопросу о верификации и вот кому верить, куда стучаться, где, соответственно, искать информацию, потому что Википедия это очень удобно и классно, но там порой иногда такое напишут. Фикрет, чтобы завершить наш с вами разговор, я бы очень хотел, ну вот, все-таки коснуться темы глобального юга, да, и Африки. Очень загадочная тема, но я знаю, что вы, ну, как бы с профессиональной, в том числе, точки зрения, знаете, как ее препарировать правильно ввиду сложившейся геополитической ситуации. Понятно, что там модно было бы от меня вам, чтобы последовал вопрос, вот ордер Путину, а вот в ЮАР, как же они будут, как поедут, как поведут себя представители ЮАР, будут, не будут задерживать. А тут Медведев в ответ на замминистра юстиции Германии сказал, полетят, мол, ракеты по той стране, если вдруг задержат Путина. Не это меня интересует. Меня интересует ситуация, при которой Африку будут делить Россия и Китай. Мы идем к такой ситуации или нет? Вообще борьба за Африку, она началась приблизительно, то есть положить господство Запада, в первую очередь США и Франции, началось приблизительно с 50-х, 60-х годов прошлого века. То есть Советский Союз включился в эту борьбу, но для него это было принципом так называемого распространения коммунизма или социализма. И он подходил к этому вопросу классово. Конечно, это было хаотично, сумбурно. Тут был букет и военных поставок, и вооружений, и в основном экономической помощи. После того, когда Советский Союз, так скажем, отдал концы, долгое время России там не было. И приблизительно с 2008-2009 годов Россия стала наращивать свои активы в Африке, но она уже не могла или не имела ресурсов что-либо делать, как СССР. Поэтому она стала захватывать эти территории с точки зрения поставок вооружения. И по данным 2012 года пакет или кейс заказов в России составлял африканских 14 миллиардов долларов. Мы с вами говорили о политике Китая. У Китая есть деньги, у Китая есть армия, и у Китая есть, так скажем, количество, которое можно превратить в качество. Таким образом, Китай массово ринулся в Африку. Он стал везде создавать, условно говоря, свои экономические проекты, выстраивать концепцию глобального мира под Китай. То есть сообщество наций, но вокруг Китая, исходя из этой логики. Оттуда стала потихоньку выдавливаться Франция. И 2 марта Макрон заявил, что все, французский кейс по Африке, он закрыт. То есть Африка для Франции уже, не знаю, номер 10. Но единственная страна в мире, которая имеет в армии регулярные части, это США. Он называется африканский контингент. Это единственная страна в мире. Поэтому, учитывая военные возможности, технические, финансовые и, самое главное, инструментарий мироуправления, то есть Федеральная резервная система, финансовый контроль, рынок сбыта и так далее. Война будет, условно я говорю, прокси-война будет между Китаем и США. И в этой войне, я думаю, победит США. Объясню почему. Она победит технологически. Не военным путем, технологически. Сюда с благословения саксов была запущена Турция. И последние 10 лет турки открыли очень много посольств в африканских государств. Они нарастили товарооборот. Вот эта мягкая сила саксов – это Турция. Конечно, Турция сама получает свои бенефициары. И она здесь фактически стала формировать союз с саксами в своих интересах. Но в основном обслуживает американские интересы, потому что у нее есть доступ к технологиям, к финансовым ресурсам. В Турции находится военная база, крупная военная база США, Инджирлик и так далее, и так далее. Почему Турция? Так потому что в будущей войне за Китай тюркский мир, исламский фактор, он является решающим. Это Евразия. Чего больше всего боится, значит, Китай. Поэтому турецкий фактор – это как фактор маленькой прокси-войны, маленькой России, маленькой Украины, как хотите, против Китая. Но за ней всегда маячит английский флаг.
И победит технологически США, но не Китай. Этому нужно придать возможность, чтобы они, вот тот переходный период, который сейчас американцы заняты Восточной Европой, а в дальнейшем и Кавказом, переходный период, кто-то должен содержать Африку, потому что оттуда будет угроза интересам США. Кстати, французы все время содержали Африку только с одной точки зрения, что если они не будут содержать, все вот эти африканские народы ринутся в Европу, в первую очередь во Францию. Они их содержали, создавали локальные какие-то заводы, предприятия, финансово и военно поддерживали режимы, чтобы людей удержать на местах. Ну, вы сейчас увидите, что будет с Францией. По моим подсчетам, несколько месяцев назад я заявил в прессе, что в марте ждем отставки Макрона. Он, по идее, может слить премьер-министра, но это его не спасет. Франция еще ждет горечь признания независимости Корсики. И как раз возвращение африканских народов в Европу, вот этот саксонский проект Западной Европы, то есть исламской Европы, Андалусия, Португалия, эти проекты, они еще в дальнейшем будут расширяться. Сейчас в Африке вот этот переходный период, кто-то их должен содержать. И вот их сейчас содержит чуть-чуть Россия через свои военные базы, через своих вагнеров, которые грабят эту страну. Но все, что грабится, оно все равно уходит на западные рынки. Так какая разница американцам, кто грабит? Главное, что к ним приходит. Понимаете? Хитро. Но такая и есть геополитика. Фикрет, я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо большое, Александр. Желаю вам удачи и вашим зрителям. Еще раз спасибо. Друзья, мы с Фикретом встретимся туда немного позже, 15 апреля, потому что это после. Эта дата как обозначена как вот таким маяком. Наверное, я должен всех в который раз призвать беречь себя, беречь друг друга и пожелать всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.